Вы попали сюда не случайно. Каждый шаг, каждая слеза, каждая молитва, произнесенная шепотом в темноте, каждый момент тишины, когда небеса казались закрытыми, все это было частью божественного плана. Твои страдания, твоя борьба, одиночество, которое грызло твой дух, все это не было бессмысленным. Бог был здесь, не отсутствовал, но молчал. Он видел, как вы боролись с сомнениями, как вы сомневались в своей ценности, как вы чувствовали себя покинутыми. Но его молчание не было отказом, это была подготовка. Его задержка не была отрицанием, это была божественная стратегия. Потому что ты необычный. Вы были избраны, отделены и предназначены для такого времени, как это. Даже в темноте Бог видел тебя. Даже когда вы были обременены долгами, когда ваше здоровье пошатнулось, когда отношения рушились, когда ваши мечты казались разбитыми, Он никогда не оставлял вас. В пустыне твоего отчаяния Он формировал тебя, уча полагаться не на свой разум, а на Его неизменное слово. Он испытывал веру, которая однажды откроет дверь изобилия, которую Он сохранил для вас. И вот эта дверь открывается. Наступает новый сезон, сезон сверхъестественного раскрытия. Бог провозгласил это, и никакая сила на земле не сможет остановить это. Вы сейчас находитесь в Доме Божьем. Вы находитесь на пороге пророческого момента. То, что вы сейчас слышите это послание, не случайно. Не случайно ваш дух взволнован, ваше сердце бьется быстрее, что-то глубоко внутри вас чувствует шепот надежды. Это потому, что Бог призывает вас пробудиться. Видеть за пределами борьбы, за пределами боли, за пределами ожидания. Он сейчас говорит с тобой, да, с тобой. Ты, кто так много потерял. Ты, кто плакал тайно. Вы, кто почувствовал себя забытым. Бог не забыл тебя. Его обещание живо, и оно вот-вот воплотится так, как вы даже не можете себе представить. Это не просто еще одно сообщение. Это декларация. Божественное объявление. Потому что небеса открываются, и на вашу жизнь изливается сверхъестественное благословение. Это не просто денежное благословение, хотя Бог обеспечит финансово, аннулируя долги, увеличивая ваш доход и открывая двери процветания. Нет, это большее благословение, благословение трансформации. Высвобождение божественной цели. Наследство, предназначенное для тех, кто выстоял, кто выдержал испытание, кто сохранил свою веру, даже когда мир пытался ее погасить. Испытания, с которыми вы столкнулись, были не наказанием, а подготовкой. Предательство, потери, разочарование – все это было частью божественного плана, чтобы отделить вас, очистить вас, научить вас тому, что ваш истинный источник – Бог, а не человек. Вы не были оставлены, тебя подделывали. И вот пришло время открытия. Бог собирается взять то, что враг считал злом, и превратить это в добро. Он собирается превратить вашу боль в силу, вашу печаль в радость, ваш недостаток в избыток. Но послушайте меня ясно, этот момент требует выбора. Вы поверите. Осмелитесь ли вы выйти из тени сомнений? Сможете ли вы освободиться от горечи прошлого и принять обещание будущего? Поверите ли вы, что Бог не человек, чтобы ему следует лгать, и не сын человеческий, чтобы ему следует изменить свое мнение? Ибо дверь открыта, но ты должен пройти через нее. Благословение высвобождено, но вы должны его получить. Это ваш момент, но вы должны предпочесть веру страху. Вы не жертва судьбы. Вы не пленник своего прошлого. Ты – дитя Всевышнего Бога, отмеченное благосклонностью, предназначенное для величия. И это ваш сезон божественного освобождения. Небеса провозглашают это.
ангелы движутся по приказу Бога. То, что было отложено, теперь будет ускорено. То, что было потеряно, будет восстановлено. То, что было сломано, будет исправлено. Вы вступаете в божественное наследие, сверхъестественный урожай, проявление всего, что Бог сказал о вашей жизни. Не сомневайтесь в этом. Не позволяйте голосу страха заглушить это обещание. Не позволяйте слухам прошлого убедить вас, что вы недостойны. Ибо Бог назвал вас достойными. Он выбрал тебя. И Он открывает дверь изобилия, духовного, финансового, эмоционального. То, что было скрыто, теперь раскрывается. То, что было бесплодным, теперь становится плодотворным. То, что было невозможным, теперь становится вашей реальностью. Послушай меня, боль была не напрасной. Страдания были не напрасны. Это была почва, в которую Бог посеял семена вашего будущего урожая. Твои слезы не прошли даром, они поливали землю. И вот урожай готов. Благословения созрели. И вы находитесь в одном решении от того, чтобы войти в жизнь, которую Бог всегда предназначал для вас. Вы поверите. Вы получите. Это ваш момент принятия решения. Небеса наблюдают. Ангелы готовы. Дверь открыта. И Бог ждет вашего ответа. Бывают моменты в жизни, когда тьма кажется такой густой, такой удушающей, что задаешься вопросом, есть ли вообще надежда. Вы прошли сквозь эти тени. Вы сталкивались с ночами, когда ваша подушка была мокрой от слез, когда тишина небес казалась громче любого ответа, который вы когда-либо могли пожелать. Вы подвергли сомнению свою ценность, усомнились в своей вере и задавались вопросом, видел ли Бог вообще вас, заботился ли Он вообще. Но я вам сейчас говорю, вы попали сюда не случайно. Твоя боль, твоя потеря, твое ожидание – все это не было случайностью. Это было частью божественного плана. План, написанный еще до вашего рождения, план, выкованный мудростью самого Бога. Видишь ли, Бог был там даже в твоем молчании. Его не было, когда накапливались счета, когда был поставлен диагноз, когда предательство разбивало твое сердце. Он не был слеп к ночам, когда ты плакала в одиночестве, к дням, когда ты изо всех сил старался выжить. Его молчание не было отказом, это была подготовка. Его задержка не была отрицанием, это была божественная стратегия. Ведь ты не просто очередной человек, блуждающий по жизни, ты избран. Отделить. Отмечен для божественной цели. Каждая слеза, которую ты пролил, была семенем. Каждый вздох, каждая произнесенная шепотом молитва были призывом к небесам. И хотя ты чувствовал себя забытым, небеса никогда не забывали тебя. Ангелы охраняли твои разбитые мечты. Бог сосчитал каждую слезу, записал каждую молитву. Да, вы подвергались испытаниям, но вы также преобразовывались. В твоей душе закалялась сила. Вера очищалась, как золото в огне. И вот время ожидания подходит к концу. Теперь открывается новая дверь. Это не просто дверь. Это дверь сверхъестественного изобилия. Дверь божественного. Освобождения. Дверь, которую ни один человек не сможет закрыть. Ибо Бог провозгласил это ваш сезон трансформации. Ваши дни отсутствия подходят к концу. Ваши дни печали сменяются радостью. Ваши дни борьбы сменяются победой. Но послушайте меня, дело не только в деньгах. Речь идет о наследстве. Это о судьбе. Речь идет обо всем, что Бог запланировал для вас, обо всем, что Он обещал вам, обо всем,
что Он приготовил для вас от создания мира. Ожидание было не напрасным. Боль была не беспричинной. Вас готовили к этому времени. Когда другие уходили, когда друзья покидали тебя, когда даже семья отворачивалась, Бог приближался. Когда двери возможностей, казалось, захлопнулись перед вашим лицом, Бог держал ключ от большей двери. Дверь сверхъестественного благословения. Дверь, которая принесет не только финансовое процветание, но и духовное пробуждение, божественное расположение и более глубокие отношения с Ним. Это обещание предназначено не только для других. Это не только для тех, кто кажется идеальным, для тех, кто никогда не боролся. Это для вас. Вы, кто был сломлен, вы, кто был в синяках, вы, кто чувствовал себя неудачником. Бог называет вас избранными. Бог называет вас своими. И Он заявляет, что страдания были не напрасны. Это была почва, в которую были посажены семена вашего урожая. И вот этот урожай готов. Но даже когда дверь открывается, нужно сделать выбор. Вы поверите. Сможете ли вы пройти через это с верой? Будете ли вы доверять тому, что Божье обещание истина, даже если ваш разум полон сомнений? Протянете ли вы руку и возьмете наследие, которое Он зарезервировал для вас? Или вы позволите страху держать вас в тени? Ибо Бог сказал, но именно вера откроет это благословение. Именно вера превратит обещание в реальность. Это ваш момент принятия решения. Не оглядывайтесь на боль, кроме как для того, чтобы понять, как далеко вы зашли. Не цепляйтесь за горечь предательства, но знайте, что Бог был с вами, даже когда другие ушли. Не зацикливайтесь на потерях, но помните, что Бог – это Бог восстановления. За каждой слезой будет радость. За каждой утратой будет восстановление. За каждым отказом будет божественное принятие. Это ваш сезон сверхъестественного освобождения. Слушайте голос Бога, говорящий с вами даже сейчас. Услышьте, как Он говорит, что вы Его возлюбленный. Услышьте, как Он заявляет, что Он не забыл вас. Благословения небес изливаются, и вы не просто зритель, вы получатель. Чудеса выпускаются. Долги аннулируются. Возможности открываются. Вы вступаете в поток божественного обеспечения. То, что сдерживалось, высвобождается. То, что было закрыто, открывается. То, что было невозможно, становится возможным. Но не принимайте это за простые слова. Это пророческий момент. Это ответ на ваши молитвы. Ответ на вашу верность. Когда ты давал, даже когда тебе не хватало. Когда ты молился, даже когда небеса казались безмольными. Когда ты любил, даже когда тебе было больно. Небеса все это видели. Небеса услышали каждую молитву, записали каждый поступок веры. И теперь небеса отвечают: вы избраны. Вы не ошибка. Вы не неудачник. Вы не забыты. Ты возлюбленный Бога. Его ребенок. Его сокровище. И теперь Он открывает для вас дверь изобилия. Дверь, ведущая к трансформации, к наследству, к жизни, наполненной целью и смыслом. Дверь, ведущая к божественному обеспечению, к финансовой свободе, к чудесам, не поддающимся человеческому пониманию. Но даже когда эта дверь открывается, Бог спрашивает вас об одном: поверите ли вы? Доверитесь ли вы Ему? Оставите ли вы позади пепел прошлого и смело вступите в свет Его обещания? Ибо выбор за вами. Вера – это ключ. Вера – это оружие,
которое заставит замолчать голос страха. Вера – это мост, который приведет вас от отчаяния к судьбе. Итак, я спрашиваю вас сейчас, осмелитесь ли вы поверить? Выберете ли вы веру вместо страха? Получишь ли ты изобилие, которое Бог провозгласил в твоей жизни? Вы войдете в дверь, которую Он открывает. Небеса наблюдают. Ангелы готовы. И Бог ждет вашего ответа. На древних страницах Священного Писания есть история человека по имени Иосиф. Он не случайно попал на свое место славы. Он не поднялся на высшую должность в Египте, не пройдя предварительно долины страданий, не почувствовав тяжесть предательства, не вкусив горечи несправедливости. Его жизнь была путешествием, отмеченным болью, потерями и ожиданием. Но даже в тени его тюрьмы, даже во тьме ложных обвинений Бог был с ним. Его страдания не были напрасны. Это было частью божественного плана. И как было с Иосифом, так и с тобой. Джозеф был выбран, хотя поначалу его жизнь не выглядела такой. Его братья ненавидели его. Те, кто должен был любить его больше всего, были теми, кто предал его. Лишенный разноцветной одежды, символа отцовской любви, он был брошен в яму. Продан как раб. Утащили на чужбину, где он был ничем иным, как собственностью. Но Бог был с ним. Даже в глубине ямы, даже в унижении рабства, даже во тьме тюремной камеры Бог никогда не оставлял Иосифа. То, что казалось кошмаром, на самом деле было божественной стратегией. Ибо в этой чужой стране, в этом месте отвержения, Бог поместил Иосифа для своей цели. Каждое мгновение боли было шагом навстречу его судьбе. Каждая слеза поливала семена его будущего урожая. И когда казалось, что тьма никогда не закончится, когда казалось, что небеса молчат, все изменилось. Двери тюрьмы открылись, и Иосифа призвали предстать перед фараоном. В одно мгновение он превратился из забытого пленника в правителя могущественной империи. Страдания были не напрасны. Это была подготовка. Именно этот процесс привел к его обещанию. Но история Иосифа – это не просто древняя сказка. Это пророческое зеркало вашей собственной жизни. Вы попали сюда не случайно. Ваша борьба, ваши слезы, ваше горе – они не были бессмысленными. Они были частью божественного плана. Предательства, которые вы пережили, отказы, которые вы пережили, неудачи, которые преследовали вас, они не были признаками отсутствия Бога. Они были свидетельством Его работы. Он совершенствовал тебя, формировал тебя, готовил тебя к этому моменту. И так же, как Иосиф, вы стоите на пороге божественного продвижения. Видите ли, точно так же, как тюрьма Иосифа была последним испытанием перед его продвижением по службе, ваша борьба была последней подготовкой к вашему благословению. Ваши дни нужды научили вас ценить веру. Ваши моменты одиночества приближали вас к присутствию Бога. Ваши сезоны потерь подготовили вас к божественному восстановлению. И вот время ожидания подходит к концу. Теперь небеса открываются. Теперь сверхъестественная дверь изобилия открывается. Но вы должны это увидеть. Вы должны понимать, что этот момент необычный. Это пророчески. Это ответ на ваши молитвы. Когда ты плакал в ночи, когда ты шептал о своих надеждах в тишине, небеса услышали тебя. Когда ты давал, даже когда у тебя было мало, когда ты служил, даже когда никто не замечал, Бог наблюдал. И теперь Он отвечает. Это ваш момент божественного освобождения. Страдания были не напрасны. Потери не были окончательными. Отказы не были концом вашей истории.
Они были почвой, на которой было посажено ваше будущее. Посмотрите на Иосифа. Он пришел к власти не своими силами. Своего повышения он добился не своими усилиями. Это Бог поднял его. Бог, открывший дверь. Бог, превративший его страдания в славу. То же самое и с вами. Это не награда за вашу силу, это демонстрация Божьей верности. Это не просто финансовое благословение, долги будут аннулированы, а провизия поступит. Это благословение трансформации, благословение наследства, благословение божественной цели. Но также, как Иосифу пришлось предстать перед фараоном и истолковать сон, так и вы должны стоять в вере. Вы должны видеть за пределами тьмы, за пределами боли, за пределами потерь. Вы должны признать, что вы избраны. Вы не ошибка. Вы не забыты. Вы не брошены. Ты возлюбленный Божий, дитя Всевышнего. И это ваш сезон божественной милости. В вашу жизнь приходит сверхъестественное освобождение. Двери открываются. Чудеса выпускаются. То, что было отвергнуто, теперь предоставляется. То, что было невозможно, теперь становится возможным. Но дело не только в деньгах. Речь идет о трансформации. Речь идет о божественном наследии, которое ни один человек не может отобрать. Речь идет об исполнении Божьего замысла в вашей жизни. Как и Иосиф, вы были испытаны. Подобно Иосифу, вы были очищены. Но так же, как и Иосиф, вы скоро возвыситесь. Вы собираетесь выйти из тени отвержения и оказаться в свете божественного благоволения. Вы вот-вот увидите, как рука Божия движется так, как вы даже представить себе не могли. То, что враг задумал во зло, Бог обращает вам во благо. То, что было тюрьмой, становится площадкой. То, что было неудачей, становится подготовкой для вашего прорыва. Но выбор за вами. Увидите ли вы этот момент таким, какой он есть? Сделаете ли вы шаг вперед с верой? Поверите ли вы, что Божьи обещания истина, даже если мир говорит иначе? Осмелитесь ли вы получить наследство, которое Он приготовил для вас? Или вы позволите страху сдерживать вас? Ибо так же, как Иосиф стоял перед фараоном, так и вы стоите перед моментом принятия решения. Поверишь ли ты, что тебя выбрали? Что страдания были не напрасны? Что обещание реально? Это ваш момент. Небеса наблюдают. Ангелы готовы. И Бог говорит с тобой. Вы попали сюда не случайно. Слезы, потери, боль – все это было частью божественного плана. И вот открывается новое время. Дверь духовного и финансового изобилия открывается. Это ответ на ваши молитвы, урожай вашей верности. Вы избраны. Вы любимы. Вы благословлены. И твоя судьба ждет. Но вы должны решить, сделаешь ли ты шаг вперед, как Джозеф. Осознаете ли вы, что даже в тюрьме, даже в боли Бог был с вами? Поверите ли вы, что вы не просто жертва обстоятельств, а сосуд божественного замысла? Это ваш момент трансформации. Ваш момент наследства. Ваш момент божественного благословения. Выбор за вами. Небеса наблюдают. Бог ждет. Получишь ли ты то, что зарезервировано для тебя? Позволите ли вы страданию стать вашим свидетельством, отказу стать вашим откровением, боли стать вашей платформой? Осмелитесь ли вы поверить, что вы избраны? Что ты благословлен? Что тебя любят? Потому что дверь открыта,
благословение высвобождено, и ваша судьба завет. Вы ответите. Вы стоите сейчас на пороге момента, не похожего ни на один другой. Момент необычный, момент не случайный. Этот момент является пророческим. Это ответ на ваши молитвы, кульминация ваших слез, исполнение обещаний, прошептанных вашему духу в тишине ночи. Вы попали сюда не случайно. Испытания, с которыми вы столкнулись, потери, которые вы понесли, ожидания, которое казалось бесконечным, все это не было бессмысленным. Все это было частью божественного плана. План, который был написан еще до вашего рождения, план, созданный не для того, чтобы сломать вас, а для того, чтобы построить вас. Чтобы подготовить вас к этому самому моменту. Ибо тебя выбрали. Даже когда вы чувствовали себя отвергнутыми, даже когда вас не замечали, даже когда вас отвергали, глаза Бога были на вас. Он видел тебя в пустыне твоего отчаяния. Он смотрел, как ты плакала, пока не заснула. Он слышал каждую молитву, которую ты шептал, даже те, которые были произнесены с сомнением. И теперь Он отвечает. Он открывает дверь сверхъестественного изобилия, дверь божественного благоволения. То, что было отвергнуто, теперь предоставляется. То, что было скрыто, теперь раскрывается. То, что было сломано, сейчас чинят. Но это момент решения. Ибо как Иов должен был стоять в вере, даже не понимая, так и вы должны. Вы должны поверить, что страдания были не напрасны. Вы должны выбрать веру в то, что вы не просто жертва обстоятельств, но сосуд божественного замысла. Вы должны поверить, что это ваш момент прорыва, ваш сезон божественного освобождения. Небеса наблюдают. Ангелы ждут. Дверь открыта, но вы должны пройти через нее. Слушайте внимательно. Сейчас не время оглядываться назад. Не время цепляться за горечь прошлого. Не время держаться за раны, которые нужно было залечить. Пришло время сделать шаг вперед. Пора стряхнуть с себя пепел печали. Пришло время отпустить страх, который держал вас в плену. Потому что Бог не просто дает вам деньги. Он дает вам новую личность. Он дает вам новое откровение. Он дает вам новое начало. И что это значит? Это значит, что долги списаны, да. Это означает финансовый рост, да. Но это также означает исцеление. Исцеление вашего сердца. Исцеление вашего разума. Исцеление вашего духа. Это означает восстановление. Украденное возвращается. То, что было потеряно, находится. Отношения, которые были разрушены, восстанавливаются. Мечты, которые были похоронены, воскресают. И прежде всего, это означает цель. Божественное задание. Призвание, которое больше, чем вы когда-либо могли себе представить. Это ваш момент. Вы попали сюда не случайно. Страдания, борьба, молчание – все это было частью божественного плана. Вас готовили. Литой. Изысканный. И теперь вы готовы. Готов шагнуть в благословение. Готов принять наследство. Готовы следовать своей божественной цели. Но вы должны выбрать. Вы поверите. Вы получите. Увидите ли вы этот момент таким, какой он есть, божественным приглашением, пророческой возможностью? Сможете ли вы сделать шаг вперед, оставив позади цепи страха, тени сомнений, сожаления о прошлом? Осмелитесь ли вы поверить, что вы избраны? Что ты благословлен? Что тебя любят?
ибо дверь открыта. Благословение готово. Небеса наблюдают. И Бог ждет. Это ваше время. Ваше время изобилия. Ваше время избавления. Ваше время трансформации. Вы ответите на звонок. Получишь ли ты то, что уготовано для тебя? Вы попали сюда не случайно. Этот момент является пророческим. Это ответ на ваши молитвы. Страдания были не напрасны. Ожидание не прошло даром. Слезы не были забыты. Это были семена. И вот урожай готов. Дверь открыта. Благословение здесь. Вы вступите. Вы поверите. Вы получите. Выбор за вами. Небеса наблюдают. Бог ждет. Это ваш момент божественной трансформации. Вы ответите. Вы стоите на пороге чего-то большего, чем можете себе представить. Открывается божественная дверь, которую не может закрыть ни один человек, дверь, ведущая к изобилию, к трансформации, к наследству. Но не заблуждайтесь, вы попали сюда не случайно. Боль, которую вы пережили, потери, которые вы понесли, ожидания, которое довело вашу веру до предела, все это было частью божественного плана. План, составленный Богом, который никогда не делает ошибок. Бог, который видел тебя, даже когда ты чувствовал себя невидимым. Бог, который слушал, даже когда тишина была оглушительной. Вас не забыли. Вас готовили. Каждая слеза, которую ты пролила, не была потрачена зря. Это была молитва. Семя, посаженное в почву вашей судьбы. Каждый момент отчаяния был проверкой не твоих сил, а твоей веры. Каждая потеря, которую вы пережили, была обрезкой, божественным удалением того, чему никогда не суждено было остаться, чтобы ваша истинная цель могла процветать. Видишь ли, ты не просто кто-то. Вы избраны. Отделитесь для чего-то большего. Отмечены рукой Божией для божественного наследия. Наследство, которое выходит за рамки денег, за пределы богатства, за пределы имущества. Это наследие цели, судьбы, божественного благоволения. Бог наблюдал, как вы шли через долину теней. Он видел, как вы боретесь, видел, как вы сомневаетесь, видел, как вы сомневаетесь. Но Он никогда не покидал тебя. Даже в тишине Он был там. Даже во тьме Он был твоим светом. Даже во время бури Он был тихим голосом, шепчущим надежду вашей душе. И вот буря проходит. Тьма поднимается. Тишина нарушается. И небеса открываются. Это ваш момент освобождения. Сверхъестественный выпуск. Высвобождение изобилия, благословений, чудес. Но это изобилие не только финансовое, хотя долги будут аннулированы, хотя обеспечение будет поступать, хотя двери возможностей откроются. Нет, это изобилие гораздо больше. Это изобилие мира, изобилие радости, изобилие божественной цели. Это осознание того, кем вы являетесь на самом деле, дитя Бога Всевышнего, наследник Божественного Царства, сосуд славы Божией. Это развертывание плана, который был написан еще до вашего рождения. План, испытанный в огне страданий, но теперь сияющий блеском божественного замысла. Посмотрите вокруг. Что ты видишь? Вы видите только шрамы своей борьбы? Ты видишь только руины разбитых мечтаний? Или вы осмелитесь заглянуть за пределы пепла? Осмелитесь ли вы увидеть восходящее новое начало? Осмелитесь ли вы поверить, что страдания были не напрасны?
что потери – это еще не конец, что молчание было не отказом, а подготовкой. Потому что Бог не просто дает вам деньги. Он дает вам свидетельство. История искупления. История восстановления. История божественной милости. Вспомните историю Руфи. Она была женщиной, познавшей вкус утраты. Женщина, похоронившая мужа, оставившая после себя дом, ходившая по полям чужой земли нищенкой. Но даже в ее отчаянии, даже в ее бедности она была выбрана. Избран Богом для великой цели. Избрана стать прабабушкой царя Давида, избрана частью рода Мессии. Ее страдания не были напрасными. Ее слезы не были забыты. Они были частью божественного плана. И так же, как Бог превратил боль Руфи в цель, Он делает и для вас. Но вы должны это увидеть. Вы должны в это поверить. Ибо благословение высвобождается, но вера – это ключ, который открывает его. Считаете ли вы себя жертвой обстоятельств или сосудом божественного замысла? Позволите ли вы страху держать вас в тени, или вы выйдете на свет Божьего обетования? Потому что это ваш момент решения. Страдания были не напрасны. Ожидание не прошло даром. Слезы не были забыты. Они были ценой, заплаченной за славу, которая сейчас раскрывается. Бог говорит с вами даже сейчас. Он заявляет, что вы избраны, что тебя любят, что ты благословлен, что боль была не концом твоей истории, а ее началом, что потеря была не проклятием, а подготовкой. Молчание было не отказом, а испытанием. И вот вы вступаете в новый сезон. Сезон божественного освобождения. Время сверхъестественного благословения. Сезон трансформации. Но дело не только в том, что Бог дает вам. Речь идет о том, кем вы становитесь. Вы становитесь тем, кто знает силу веры. Тот, кто знает цену настойчивости. Тот, кто знает, что даже во тьме Бог верен. Вы становитесь свидетельством. Свет в мире тьмы. Голос надежды для отчаявшихся. Вы становитесь тем, кем вам всегда было предназначено быть: Детем Божьим, носителем Его славы, сосудом Его замысла. Так что теперь выбор за вами. Получишь ли ты то, что уготовано для тебя? Отпустите ли вы горечь, страх, сомнения? Выберете ли вы рассматривать страдания не как проклятие, а как суровое испытание? Осмелитесь ли вы поверить, что вас не забывают, что вы не оставлены, что вы избраны? Ибо дверь открыта. Благословение готово. Небеса наблюдают. Ангелы ждут. И Бог говорит: это ваш момент. Ваш момент божественного освобождения. Ваш момент трансформации. Ваш момент наследства. Вы попали сюда не случайно. Страдания были не напрасны. Ожидание не прошло даром. Слезы не были забыты. Они были семенами вашего урожая. И вот этот урожай готов. Дверь открыта. Благословение здесь. Вы вступите. Вы поверите. Вы получите. Бог готов списать долги. Готов предоставить сверхъестественное. Готов восстановить утраченное. Готовы исцелить то, что было сломано. Но, более того, Он готов раскрыть, кто вы на самом деле. Его ребенок. Его возлюбленная. Его избранница. Вы здесь не случайно. Вы здесь по божественному назначению.
Это ваш момент, ваше время, ваше благословение. Так что поднимитесь, стряхните с себя пепел прошлого, отпустите цепи страха, поднимите глаза к небу и увидите открытую дверь. Услышьте голос Бога, зовущий вас. Почувствуйте, как Его любовь окружает вас. Знай, что ты избран. Знайте, что вы благословлены. Знайте, что вам суждено нечто большее. Выбор за вами. Небеса наблюдают. Ангелы готовы. Бог ждет. Вы ответите. Вы получите. Вы поверите. Это ваш момент божественной трансформации. Это ваш сезон сверхъестественного освобождения. Это ваше наследство. Вы вступите. Вы ответите на звонок. Небесный Отец, сейчас я предстаю перед Тобой, стоя в благоговении перед Твоим божественным планом, который больше, чем я могу постичь, планом, который вел меня даже сквозь тени. Признаю, что попал сюда не случайно. Каждый момент боли, каждая пролитая слеза, каждая дверь, которая казалась закрытой, все это было частью Твоего божественного замысла. Даже в тишине, даже в те моменты, когда я думал, что Ты забыл меня, Ты был рядом. Вы смотрели. Вы работали. Ты готовил меня к этому моменту. Господь, сейчас я стою перед Тобой, смиренной истиной того, что я избран. Избран не из-за моей силы, а из-за Твоей благодати. Избран не по моему совершенству, а по Твоей милости. Ты видел меня, даже когда другие не обращали на меня внимания. Ты любил меня, даже когда я чувствовал себя непривлекательным. Ты позвонил мне, даже когда я почувствовал себя дисквалифицированным. И сейчас, стоя на пороге нового сезона, я осознаю, что это не просто обычный момент, это пророческий момент. Момент, когда небеса открываются, когда Твоя божественная милость высвобождается на мою жизнь. Отец, я возношу свое сердце к Тебе, отказываясь от своих сомнений, отказываясь от своих страхов, отказываясь от горечи прошлого. Я предпочитаю верить, что страдания были не напрасны. Я предпочитаю верить, что потери были не концом, а подготовкой. Я предпочитаю верить, что ожидание было не напрасным, а периодом божественного выравнивания. И теперь, когда Ты открываешь эту дверь сверхъестественного изобилия, я заявляю, что не отступлю от страха. Я не позволю сомнениям украсть это обещание. Я не позволю теням вчерашнего дня ослепить меня сегодняшним светом. Господь, я говорю Твои обещания в своей жизни. Я заявляю, что это мой сезон избавления. Долги списываются, цепи рвутся, двери открываются. То, что было утрачено, восстанавливается. То, что было утаяно, высвобождается. Я вступаю не просто в финансовое благословение, но в сверхъестественную трансформацию. Мое сердце исцеляется. Мой разум обновляется. Мой дух укрепляется. Я не просто получаю деньги, я получаю божественное наследие. Я вступаю в цель, которую Ты приготовил для меня от создания мира. Отец, я помню историю Иосифа, человека, который пострадал, человека, которого предали, человека, которого забыли. Но даже в самые мрачные минуты Ты был с ним. Даже в тюрьме Ты готовил его для дворца. И так же, как Ты превратил его страдания в славу, я верю, что Ты превращаешь мою боль в силу. Я верю, что Ты берешь то, что враг задумал как зло, и обращаешь это мне во благо. Я верю, что так же, как Ты возвысил Иосифа, Ты возвышаешь и меня. Вы превращаете мою тюрьму в трибуну, мои шрамы в историю, мои слезы в свидетельство. Я заявляю во имя Иисуса,
что каждая твердыня страха разрушена. Каждая ложь, говорящая, что я недостоин, каждый шепот стыда, каждая тень вины, они не имеют надо мной власти. Я дитя Божье. Я избран. Я любим. Я благословлен. Я хожу по милости Божией. То, что было невозможно, становится возможным. То, что было отвергнуто, дается. То, что задерживалось, ускоряется. Небеса открыты, и я стою под излиянием божественного изобилия. Господь, я говорю с каждой горой долгов в моей жизни и заявляю, что она бросается в море. Я говорю с каждой дверью, которая закрылась перед моим лицом, и заявляю, что она открывается. Я говорю всякому сухому месту и возвещаю, что текут реки живой воды. Я не жертва обстоятельств, я сосуд божественного замысла. Меня не забывают, меня любят. Я не побежден, мне суждено величие. Отец, я заявляю, что вступаю в сверхъестественное наследие. Речь идет не только о деньгах, хотя я благодарю тебя за финансовые благословения. Речь идет о трансформации. Речь идет о цели. Речь идет о том, чтобы стать тем, кем ты создал меня. Я получаю покой, превосходящий всякое понимание. Я получаю радость, которую невозможно поколебать. Я получаю силу, исходящую от твоего духа. Я гуляю не один. Ты со мной. Твои ангелы окружают меня. Ваша благосклонность идет впереди меня. Я заявляю, что то, что было бесплодным, становится плодотворным. То, что было сломано, становится целым. То, что было потеряно, находится. Я говорю с каждой похороненной мечтой и приказываю ей воскреснуть. Я обращаюсь к каждой надежде, которая была разбита, и заявляю, что она восстанавливается. Я говорю со своей судьбой и заявляю, что она приходит. Никакое оружие, созданное против меня, не будет успешным. Никакое проклятие, произнесенное надо мной, не устоит. Никакая ложь врага не возобладает. Отец, я благодарю тебя за этот момент. Момент божественного освобождения. Момент сверхъестественной трансформации. Я благодарю тебя за борьбу, за то, что они научили меня доверять тебе. Я благодарю тебя за потери, потому что они показали мне, что действительно важно. Благодарю тебя за ожидание, ибо именно в тишине я научился слышать твой голос. И теперь я благодарю тебя за высвобождаемое благословение. Я благодарю тебя за текущее изобилие. Я благодарю тебя за мое наследие. Я говорю о жизни, а не о своих финансах. Я говорю о жизни, а не о своих отношениях. Я говорю, жизнь важнее своего здоровья. Я говорю о жизни, а не о своих мечтах. Я заявляю, что я благословен в городе и благословен на поле. Благословен, когда прихожу, и благословен, когда выхожу. Я голова, а не хвост. Я выше, а не ниже. Я кредитор, а не заемщик. Я дитя Всевышнего Бога и хожу в божественной милости. И, Отец, я молюсь за тех, кто слышит эту молитву, кто стоит в тени сомнений, кто пойман в тюрьму страха. Я заявляю, что они тоже избраны, что их тоже любят, что они тоже благословлены. Я молюсь, чтобы они увидели Твой свет, услышали Твой голос, почувствовали Твою любовь. Я молюсь, чтобы они получили это. Сверхъестественное освобождение, чтобы они вступили в свое божественное наследие. Господь, я скрепляю эту молитву верой. Я заявляю, что дело сделано. Я заявляю, что все закончено.
Я заявляю, что Твое слово истина, что Твое обещание верно, что Твое благословение непреодолимо. Я воздаю Тебе всю славу, всю честь, всю хвалу. Ибо Ты Бог. Вы верны. Вы могущественны. И я Твой. Во имя Иисуса Христа, имя превыше всех имен, имя, которое разрывает каждую цепь, имя, которое открывает каждую дверь, и я заявляю, что это мой сезон божественного освобождения. Это мой момент трансформации. Это мое наследство. И я верю в это. И я получаю это. И я стою в нем. Аминь. Вы попали сюда не случайно. Когда вы стоите на пороге этого момента, когда небеса открываются и изливается сверхъестественное освобождение, вы должны понимать, что все, что вы испытали, боль, потеря, ожидание, не было случайным. Это было частью божественного плана. План, написанный рукой самого Бога, план, предназначенный не для того, чтобы уничтожить вас, а для того, чтобы подготовить вас. План, который разворачивался, даже когда вы не могли его видеть, даже когда вы его не понимали. За каждой слезой, которую ты проливал, Бог следил. К каждой молитве, которую ты шептал, небеса прислушивались. В каждый момент, когда вы чувствовали себя покинутым, Бог был рядом, ближе, чем вы могли себе представить. Это не просто еще один момент. Это пророческий момент. Момент, когда то, что было скрыто, становится явным. Момент, когда то, что было отложено, ускоряется. Момент, когда то, что было отвергнуто, дается. Это ответ на ваши молитвы. Награда за вашу верность. Прорыв, которого вы так долго ждали. Сверхъестественное высвобождение изобилия, которое приготовили для вас небеса. Но не заблуждайтесь, дело не только в деньгах. Да, финансовые благословения потекут. Долги будут аннулированы. Возможности откроются. Но речь идет о чем-то гораздо большем. Речь идет о трансформации. Речь идет о наследстве. Речь идет о божественной цели. Ибо тебя выбрали. Даже в самые мрачные моменты, даже когда ты чувствовал себя забытым, тебя выбрали. Даже когда другие уходили, даже когда друзья предавали тебя, даже когда ты оставался один, Бог видел тебя. И Он не просто видел ваши страдания, Он увидел вашу веру. Он видел, как ты продолжал молиться, даже когда ответы казались далекими. Он видел, как ты продолжал отдавать, даже когда у тебя было мало. Он видел, как ты продолжал верить, даже когда твое сердце разрывалось. И теперь Он отвечает. Теперь Он открывает дверь, которую ни один человек не может закрыть. Но эта дверь не просто обычная дверь. Это дверь сверхъестественного изобилия. Дверь, ведущая к трансформации. Дверь, открывающая ваше божественное наследие. Дверь, которая приведет вас к полноте вашей цели. Но даже сейчас, когда эта дверь открыта перед вами, вам предстоит сделать выбор. Сможете ли вы пройти через это с верой? Оставишь ли ты позади тени сомнений? Сможете ли вы освободиться от горечи прошлого? Осмелитесь ли вы поверить, что страдания были не напрасны? Видите ли, страдания не прошли даром. Это была почва, в которой была посажена ваша вера. Это был огонь, в котором был выкован ваш характер. Это была тьма, в которой ваш свет был готов сиять. Вспомните историю Иосифа. Преданный собственными братьями. Продан как раб. Заключен в тюрьму за преступление, которого он не совершал. И все же во тьме тюрьмы Бог готовил его для дворца. Вместо отвержения Бог поставил его на возвышение.
То, что казалось концом, на самом деле было началом его божественного замысла. И как было с Иосифом, так и с тобой. Но это твой момент. Сейчас не время оглядываться назад. Не время зацикливаться на боли. Не время цепляться за горяч. Пришло время сделать шаг вперед. Пора стряхнуть с себя пепел отчаяния. Время подняться в вере. Ибо дверь открыта, благословение высвобождается, и небеса ждут. Бог не просто восстанавливает то, что вы потеряли, Он дает вам больше. Больше мира. Больше радости. Больше благосклонности. Больше цели. Больше Его присутствия. Но вы должны увидеть это таким, какое оно есть. Это не просто изменение обстоятельств. Это трансформация вашей жизни. Вы вступаете в свое наследство. Наследство, уготованное вам прежде создания мира. Наследство, которое нельзя украсть, которое нельзя уничтожить. Наследство, которое зависит не только от денег, но и от судьбы. О том, чтобы стать тем, кем ты всегда должен был быть. Посмотрите вокруг. Что ты видишь? Вы видите только шрамы своей борьбы? Или вы видите силу, которую вы приобрели благодаря им? Ты видишь только руины разбитых мечтаний? Или вы видите основу для более великой цели? Потому что Бог не просто дает вам благословение, Он дает вам свидетельство. История искупления. История восстановления. История божественной милости. Но даже когда благословение высвобождается, требуется вера. Какая польза от открытой двери, если в нее не войдешь? Какая польза от обещания, если ты в него не веришь? Это ваш момент принятия решения. Вы поверите. Вы получите. Войдете ли вы в изобилие, которое приготовил для вас Бог? Или вы позволите страху сдерживать вас? Позволите ли вы сомнению украсть это обещание? Помните, вы не просто кто-то. Вы избраны. Отделить. Отмечен божественной милостью. То, что вы пережили, было не наказанием, а подготовкой. Слезы, которые ты плакал, не были признаком поражения. Они были семенами будущего урожая. И вот этот урожай готов. Небеса открыты. Благословение льется наружу. Дверь не заперта. Но вы должны вмешаться. Это ваше наследство. Это ваша божественная цель. Это ответ на ваши молитвы. Вы получите это. Вы поверите этому. Осмелитесь ли вы заявить, что вы не жертва, а победитель? Что тебя не забывают, а любят? Что вы не оставлены, но помазаны? Небеса наблюдают. Ангелы ждут. Бог говорит. Страдания были не напрасны. Ожидание не прошло даром. Слезы не были забыты. Они были ценой, заплаченной за славу, которая сейчас раскрывается. И это твой момент. Ваш момент божественного освобождения. Ваш момент сверхъестественного изобилия. Ваш момент трансформации. Будете ли вы стоять в вере? Сможете ли вы освободиться от горечи прошлого? Сможете ли вы избавиться от оков страха? Смело ли ты войдешь в открытую дверь? Будете ли вы претендовать на наследство, зарезервированное для вас? Позволишь ли ты боли стать твоим свидетельством? Позволите ли вы потерям стать вашим приобретением? Позволишь ли ты страданиям стать твоей силой? Это ваш момент. Небеса наблюдают. Бог ждет.
Выбор за вами. Вы поверите. Вы получите. Выйдете ли вы в благословение? Ведь вы попали сюда не случайно. Страдания были не напрасны. Ожидание не прошло даром. Слезы не были забыты. Они были семенами вашего урожая. И вот урожай готов. Дверь открыта. Благословение здесь. Это ваше наследство. Это ваше обещание. Это ваша божественная цель. Вы ответите. Вы поверите. Вы получите. Ибо небеса возвещают это. Ангелы радуются. Бог говорит. Это ваш сезон. Это ваше время. Это ваше божественное освобождение. Вы вступите.